Всем привет! Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Рождественские праздники, Рождество, Новый год – это всегда приятное время. Это время радости, время веселья, время каникул, это время новогодних сюрпризов. И один из таких сюрпризов сегодня я для вас приготовил. Смотрим. Итак, многие посмотрят на этот удар и скажут: так какая проблема? Это же самый обычный твит. Но давайте посмотрим внимательно. Удар, о котором мы говорим сегодня, это действительно твит. Но не обычный твит. Обычно твит люди выполняют с задней ноги. То есть мы стоим в стойке, задняя нога, мы разворачиваемся и атакуем. Данный твит мы выполняем с передней ноги. Причем мы выполняем его с передней ноги не вот так, а мы выполняем его с передней ноги с разворотом на 270 градусов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и только отсюда бьем. В чем преимущество этого удара? Во-первых, это сюрприз. Это реальный сюрприз, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-то на соревнованиях такую штуку вложил. Больше того, это реально применимый сюрприз. Я лично этот удар вкладывал на сборах и достаточно неплохо заходил. То есть сказать, что он сложный, он специфический. Если вы делаете твит в прыжке нормально, хорошо заряженно, его можно сделать. В чем его преимущество? О преимуществах этого удара мы поговорим, когда будем говорить на следующем занятии о его применениях. Сегодня я хотел бы все-таки немножко больше сосредоточиться на технике выполнения. Итак, что вам важно запомнить? Вам важно запомнить, что этот удар не для пумсе, где вы прыгаете гимнастические упражнения, красиво приземляетесь и на этом все заканчивается. Это спарринговый удар, который очень хорошо заходит в кируги. Прежде чем мы приступим к этому удару, мы сейчас возвращаемся на наши предыдущие занятия, посвященные твиту. Вот тут в ссылочках у вас будет, как правильно приземляться. У вас будет твит, базовое выполнение, у вас будет твит, прыжок с двух ног, и у вас будет твит с ударом через маятник. Вот эти 4 занятия вам надо проработать. Вам нужно разобраться, во-первых, как правильно приземляться. Почему? Потому что приземление здесь будет достаточно ощутимое. Вы будете высоко прыгать и будете сильно крутиться. Дальше. Вам нужно проработать базовое выполнение твита. Если вы не сможете его сделать, у вас не получится то, о чем мы будем говорить сегодня. Следующий момент. Вы должны проработать твит с двух ног. Это очень важный момент, потому что если вы не научитесь бить простой вариант твита в прыжке, будет очень сложно идти дальше. То есть вы просто не сможете собрать руки-ноги в кучу. Хорошо. Но будем считать, что вы проработали этот материал, вы выучили твит. Итак, с чего теперь нам браться? Первое. Рабочая стоечка. Мы становимся в джучун-соги боком. У нас широкая стойка, в которой мы становимся, с которой мы работаем. Значит, теперь смотрите, вам нужно взлететь. Для того, чтобы взлететь с двух ног, толчок сделать, вам будет неудобно толкаться в широкой стойке. То есть вот с этой стойки взлететь вверх достаточно сложно. Поэтому вам нужно собрать ноги чуть-чуть уже. Понятно, что оптимальный вариант для взлета — это когда вы соберете ноги вот так. Но поймите, когда вы станете в такую стойку, для соперника это будет уже немножко подозрительно. Поэтому мы становимся в стоечку и, степуя, по чуть-чуть стягиваем ноги. Хоть чуть-чуть, чтобы вам было удобнее взлететь. Вот. Причем делаем это незаметно. То есть мы не делаем так, да? А по чуть-чуть, там, несколькими движениями распрыгались, собрали ножки.
в положение, когда вы сможете нормально взлететь. У меня это чуть больше, чем ширина плеч. С этого положения мы на степах делаем толчок вверх, кверху. Причем в этот момент мы делаем отмах руками, потому что без этого вы не сможете просто развернуться с этого положения. Мы используем руки в качестве маятника. И создавая мах, они тянут наше тело за собой. То есть вот мы стали, идет движение. Раз, раз, раз. И мы раскручиваемся за счет движения рук. Следующим движением из этого положения мы выводим ногу на удар. В принципе, мы выполняем самый обычный твит. Что бы я вам посоветовал перед этим твитом делать? Я бы вам посоветовал немного попрыгать и научиться останавливаться строго спиной к груше. Вот это очень важно, потому что в данном случае вы приобретаете очень высокую скорость вращения. И если вы не научитесь стабилизироваться, вам будет очень тяжело сделать этот удар. Почему? Потому что очень часто, не очень часто, а почти всегда, когда мы работаем этим ударом, работать мы будем в атаке или в защите, то есть противник будет двигаться, он не будет стоять на одном месте. Соответственно, вам надо будет или двигаться в него, или двигаться от него. И в одном и во втором случае вам нужно движение. И вам нужно движение не куда вас раскрутит, а вам нужно работать в том направлении, в котором вам надо. То есть, если мой противник впереди, мне нужно раскрутиться и вложить все тело туда. Если мой противник на меня налетает, то мне нужно отпрыгнуть и в повороте, двигаясь назад, пробить его. Соответственно, здесь очень важно, чтобы ваше тело было максимально управляемо. Вот это важно. Хорошо, как остановить вращение? Смотрите, все очень просто. Я стою, я создаю импульс руками, меня закручивает. И теперь, чтобы остановить импульс, я делаю движение руками в противоположную сторону. И меня остановило. Еще раз я делаю движение. Раз, два. Я остановился. То же самое происходит в воздухе. Я остановился. Тот же самый прыжок я делаю сейчас без остановки. То есть я не буду сейчас делать это тормозящее движение. При том же усилии меня развернуло на 180 градусов. Да? То есть я стоял здесь, создал, я был направлен в этом направлении, я создал импульс, остановился с поворотом в 90 градусов. Без этого тормозящего движения я развернулся дополнительных 180 градусов. То есть еще раз мы импульс создаем рукой, и в противодвижении рукой мы останавливаемся. Противоход. Теперь применимо к нам. Мы стали, стоечка, взлет, импульс, движение в противоход, и мы останавливаемся спиной к груше. Вот на этом движении поработайте. Это очень важный момент. Когда у вас это начинает получаться, скажу сразу, вставить твит здесь в принципе не проблема. Хорошо. Итак, подведем общий итог. Удар. Твит чаги с передней ноги. Что важно? Важно собрать стойку на такую длину, с которой вы можете нормально оттолкнуться, взлететь. Что важно, простите, я об этом забыл сказать, этот удар важно делать со степов. Почему? Потому что со статики одним движением подпрыгнуть намного сложнее, чем то же самое сделать со степов. То есть мы степуем, подбираем ножки, взлетаем, отмах руками. Отрабатываем подводящее упражнение на торможение удара. После этого, когда мы это доработали, мы делаем то же самое, только теперь уже добавляем ногу. Напоминаю. Все удары, которые делаются в воздухе, выполняются в точке максимального взлета. То есть к моменту наложения твита на эту конструкцию нам нужно подняться в максимальную точку движения. То есть это важно. Не бейте твит, когда вы уже падаете на землю. Хороший взлет. Чем выше вы взлетаете, тем дольше вы находитесь в воздухе, тем больше у вас времени есть на соответственный удар. Что важно, в этом ударе это будет нереально сложно. Вот просто нереально сложно. Но постарайтесь вынести ногу как можно ближе к опорной. То есть, чтобы у вас твит вышел не вот отсюда, а вышел вот отсюда.
Да, я понимаю реалии. У вас будут расставленные ноги, это очень сильный разворот, ноги собрать сложно, вас будет раскручивать, нога будет идти через сторону. Но постарайтесь. Если вы не будете стараться подбирать ноги под себя, исходя из всех вышеперечисленных причин, у вас просто раскрутит так, что вы просто не попадете в грушу. У вас удар будет лететь сюда, у вас удар будет лететь сюда, куда угодно, но только не туда, куда нужно. Поэтому стараемся максимально компактно собрать ноги. И тогда, в принципе, зайдет удар. Скажу сразу, не надейтесь, что вы станете и этот удар сделаете с первого раза в грушу. Вам придется, даже если вы идеально выполняете твит, вам придется нормально помучиться, прежде чем вы этот удар сделаете. Однако, успех требует усилий, и поверьте, эти усилия будут оправданы. Хорошо, а на сегодня все. На этом наше занятие мы заканчиваем. Я очень надеюсь, что этот удар у вас будет получаться, и сюрприз, о котором мы говорим, будет очень неприятный для ваших соперников на соревнованиях. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите свои отзывы в комментариях и до следующих встреч!